Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 24 марта, пятница. И сегодня я вам сделал, в принципе, достаточно приятную подборку новостей, которые, думаю, придадут вам хорошее настроение. Начнем, пожалуй, вот с чего. Главы военно-воздушных сил Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии подписали соглашение об использовании 250 истребителей, которые имеются в наличии в ВВС этих стран, в качестве единых объединенных сил. Еще раз. Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия. Это после того, как Финляндия открыла свое воздушное пространство для самолетов НАТО. Таким образом, теперь самолеты НАТО могут летать в воздушном пространстве Финляндии. И что меня порадовало, что в этой совместной, так сказать, в этом совместном, как это называется, Joint Strike Force, то есть совместная ударная группа из представителей этих стран, она будет действовать под единым командованием. Из чего следует, что Швеция фактически также действует вместе со странами НАТО в воздушном пространстве Финляндии и фактически де-факто является, частью НАТО, хотя формально это решение еще не принято. Ну и еще важное следствие этого решения состоит в том, что практически немедленно после вот этого демарша Финляндии самолеты-разведчики ВВС США и Великобритании сделали контрольный вылет поблизости от Кольского полуострова, Петрозаводска. Там, где Кольский полуостров, там и базы Северно-морского флота Российской Федерации, а также на достаточно близком расстоянии маршрут этих самолетов пролетал от Санкт-Петербурга. Я считаю, что эти действия являются прямым следствием участившихся в последнее время из Кремля угроз, и прежде всего боевого гнома Кремля Дмитрия Медведева, о возможности использования ядерного оружия. Чем более отчаянным становится положение Российской Федерации, путинской Российской Федерации, тем громче начинается бряцание ядерным оружием. И вот что интересно, что эта риторика вновь как-то так ожила после визита Си Цзиньпина, что еще раз подчеркивает о том, что этот визит никоим образом не был успешен для Путина и для его режима. Китай, но об этом мы поговорим позже, оседлал своего конька, выполняет свой план великого миротворца 21 века. Путин считает, в Пекине находится под его полным контролем и уже с крючка не сорвется. Денег Китай, реально своих денег в укрепление режима до сих пор не вложил. И вряд ли, во всяком случае, перспективы на то, что он вложит деньги в силу Сибири-2, пока достаточно смутные. То есть, потрепав по плеше Владимира Путина и сказав, что он живет в бурные, самые, может быть, важные времена за последние 100 лет, ты тут держись, сказал товарищ Си, и с этим убыл восвояси. Что он после этого сделал, я расскажу несколько дальше. По сообщениям телекомпании американской NBC, корабли НАТО в Северном море, а я напомню, Северное море – это там, где Норвегия добывает значительное количество газа, которое сейчас является одним из весомых альтернатив российскому газу, крантик которому Евросоюз перекрывает все больше и больше. В перспективе собирается прекратить потребление российского газа совсем. И вот в последнее время военно-морские силы Норвегии зафиксировали повышенную активность кораблей военно-морского флота России
в этом Северном море вблизи нефтяных вышек. Нефтяные вышки, нефтяные и газовые. Это там, где вот они качают нефть, газ. Но что еще важно? Как сообщает корреспондент NBC, под этими же вышками проходят многочисленные кабели. Интернет, оптоволокнистые, как они называются, в общем, оптические кабели, которые связывают североамериканский континент с Европой, и по которым проходят огромное количество, огромные потоки, информационные потоки. И фактически они играют стратегическое значение, не менее важное, а может быть более важное, чем, там, скажем, газовая труба или нефтяная. В связи с этим, с повышенной активностью и с подозрительными, как говорит телекомпания, маневрами кораблей ВМС России в этом районе, германские, норвежские, голландские и испанские корабли усилили свою активность. То есть начинается как бы так гонка кораблей враждующих, я не побоюсь уже этого слова, сторон, гонки друг за другом. Прибыв в Пекин после визита в Москву, министр иностранных дел Китая, который сопровождал своего шефа Си Цзиньпина, Цинган, дал интервью китайским СМИ. Главной темой это было продвижение китайского плана урегулирования ситуации войны в Украине с 12 пунктов, но который преподносился не просто как план, касающийся Украины. Это был, как я вам уже рассказывал, это служит для китайцев основа их мирной стратегии или мирного покорения неприсоединившихся государств, так называемого глобального юга в 21 веке. В ходе этого интервью Цинган произнес загадочную фразу, которая меня несколько удивила. По его словам, это, как его цитирует газета South China Morning Post, и Россия, и, внимание, Украина приветствовали усилия Китая, направленные на прекращение огня, включая его мирный план из 12 пунктов, который призывает к постепенной деэскалации и выступает против применения ядерного оружия. А дальше, как это принято у китайцев, ведут комментарии. Комментарии очень часто фильтруются, то есть к основному телу статьи комментарии ученых и просто посетителей, читателей газет, они служат для того, чтобы выдать, так сказать, самые сокровенные мысли, может быть, самые острые мысли, которые сама газета не хочет, значит, высказывать от своего собственного имени. Так вот, значит, один из читателей говорит по этому поводу, комментируя вот это заявление Цингана. «Всему миру видно, кто передает нож и разжигает огонь». Ну, а Цинган говорил, что огонь разжигают Соединенные Штаты. А кто продвигает мирные переговоры? То есть Китай. Об этом сказал Цинган. Да, даже союзники США видят это ясно, пишет читатель якобы. Речь идет здесь о Украине. Хотя они не могут сказать об этом публично. Вообще я должен сказать, ну и мои украинские зрители наверняка об этом знают. То есть я не слышал заявления представителей украинских властей, в котором бы приветствовались усилия Китая, приветствовалось в полной мере, то есть в котором бы Украина принимала этот план из 12 пунктов. Ну, неприменение ядерного оружия – это окей, конечно, но Цинган говорил о том, что Украина приняла весь план из 12 пунктов. Я этого не слышал, но Цинган об этом говорит достаточно уверенно. Причем надо понимать, что, еще раз, что речь идет о глобальной кампании покорения мира при помощи вот этой китайской стратегии. Китай – миротворец. Вот еще, значит, один комментарий. Если США говорят о войне, а Китай говорит о мире, угадайте, кто победит?
Запад не должен слишком быстро отвергать московский саммит Си Цзиньпина и его мирное предложение. Его попытка сыграть роль глобального миротворца находит отклик во всем развивающемся мире. И вот это очень важно. Кстати, я с вами делился этой же мыслью, что эти, может быть, циничные, может быть, лицемерные попытки помочь Путину со стороны миролюбивых позиций. То есть, если Китай миролюбивая страна, то его стратегический союзник Путин тоже, наверное, который принял этот план. И раз они оба за мирный план, а США, значит, против, то ясно, кто хороший, кто плохой. И вот теперь, как бы так, Украина, исходя из этого высказывания, находится как бы на шпагате. То есть, если Украина отвергает этот план, значит, она вместе с тем, кто держит нож. А если она согласна, ну тогда непонятно вообще, о чем идет речь. Короче говоря, то есть настолько щекотливое дело, что я надеюсь, украинские власти как-то так унифицируют или будут осторожнее с высказываниями по вот этому острому поводу о китайском плане, о его поддержке в целом или полностью, или частично. Потому что если будет звучать из банковой какофония, будет высказываться кто угодно, кто не попадя, то можно настолько запутаться, что просто потом можно оказаться в достаточно глупом положении. Надеюсь, что это не Арахами сделал заявление о горячей поддержке в целом китайской инициативы. Далее. Еще только уехав из Москвы, Си Цзиньпин наносит оплеуху своему стратегическому союзнику Путину. В среду закончился этот визит, и в среду же Си Цзиньпин призвал ряд стран Центральной Азии провести саммит Китай с Центральной Азией. Приглашение получили Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан. По поводу Туркменистана пока неизвестно. Ну, вы помните, что усилия Китая на этом направлении особенно активизировались после подавления или прекращения тех беспорядков, которые в прошлом году имели место, или народного восстания, которые имели место в Казахстане. Значит, ОДКБ, по сути дела, российские военные подавили это восстание, потом оттуда убрались после звонка из Пекина. И туда быстро двинул Китай, провел достаточно такую мощную встречу по этому поводу, где декларировал свой план, глобальный план развития. То есть, с моей точки зрения, цель этого глобального плана состоит в том, чтобы полностью убрать вот этот регион из-под российского влияния и поставить его под китайское влияние. На мой взгляд, там самое главное – это то, что они выделяют громадные деньги на подготовку студентов, на обучение студентов из этих стран в вузах Китая. Это то, что делал Советский Союз через Университет дружбы народов Патриса Лумумбы, который вот на днях ему опять вернули это имя – Патриса Лумумбы. То есть Китай смотрит далеко, он смотрит в будущее, он будет воспитывать элиту этих государств. Но что касается оценок западных экспертов, то они оценивают вот время анонсирования вот этого предстоящего саммита Китай, Центральная Азия, то есть сразу после визита в Москву оценивают как оплеуху Путину. Как сказал по этому поводу сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильд, я не уверен, что эта китайская инициатива будет встречена в Кремле с энтузиазмом. Интересный материал опубликовали сегодня одновременно Financial Times и Reuters. Но если вы помните, пару недель назад я говорил о том, что власти Казахстана подозреваются
в помощи Кремлю в обходе западных санкций, что чревато вторичными санкциями в отношении этой страны, в отношении Казахстана. Так вот, значит, согласно Financial Times и Reuters, с 1 апреля власти Казахстана вводят особую программу мониторинга, которая позволит в реальном времени мониторить импортно-экспортные операции. И главная цель этой программы является воспрепятствование обходу санкций, полностью перекрыть кран на пути поступления через Казахстан несанкционированных товаров в Российскую Федерацию. Отмечается, что поток торговый, скорее всего, как подозревается, несанкционированных товаров через Казахстан значительно увеличился в последнее время в связи с тем, что Турция в какой-то мере его немножко прикрыла. Хотя последние дни появилась информация, что сейчас Турция идет на определенное послабление, но там ситуация не ясна. А согласно Financial Times и Reuters, российские представители буквально ринулись в последние недели в Казахстане с запросами. Запросы там рейндж совершенно размах их невероятен. От стиральных машин, включая микрочипы, затем детали для авиадвигателей и так далее. Власти Казахстана заявляют, объясняя свою позицию, подчеркивают, что Казахстан не вводил никаких санкций против Российской Федерации, однако Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхождения тех санкций, которые были объявлены западными странами. Но эксперты подозревают в связи с тем, что, видимо, они рассчитывают, что Турция все-таки прикроет и надолго прикроет поступление санкционки в Российскую Федерацию, предполагая, что этот бум, который только-только намечался последние недели и месяцы, бум поставок несанкционных товаров через Казахстан, они подозревают, что это только начало. Поэтому, думаю, в обозримом будущем к Казахстану будет приковано особое внимание экспертного сообщества, а также спецслужб и других государственных учреждений Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО. Маленькое, но забавное, интересное сообщение еще одно поступило из Казахстана. Казахстан конфисковал российское оборудование на космическом аэродроме или базе Байконур. Это, конечно, шок. По информации из Казахстана, это произошло в связи с тем, что Россия там не платила арендную плату, была оштрафована, не платили эти штрафы. Наконец, терпение Астаны иссякло. И они взяли и конфисковали все российское оборудование. Таким образом, Байконур фактически сейчас является, его работа полностью заблокирована. Ну и западные СМИ при этом отмечают, что Байконур во времена Советского Союза это была гордость всей страны. Именно оттуда стартовал первый человек в космосе. Видите, Никита Хрущев, будут говорить по аналогии с тем, кто прорубил окно в Европу, а кто его сейчас законопачивает, я имею в виду последний, это Путин. В истории, в будущем историки будут говорить, что Хрущев открыл через Байконур окно в космос. Путин его законопатил, так же, как окно в Европу. Удивительный стратег. Всех переигрывает, даже космос. Тем временем поступила информация, что Сирия и Саудовская Аравия близки к восстановлению дипломатических отношений. И за этим, непосредственной стороной, которая способствовала
этому применению стала Россия. Но, с моей точки зрения, все-таки главный кукловод в этом был и есть Китай. Потому что Саудовская Аравия предварительно, помните, нормализовала или приняла решение нормализации отношений с Ираном при посредничестве Пекина. Затем, значит, Саудовская Аравия по рекомендации Пекина и Иран по рекомендации, то есть Пекина, Иран порекомендовал Саудовской Аравии нормализовать отношения с Сирией. Асад недавно был в Москве, где ему было рекомендовано. То есть Путин, видимо, выполнял свою роль вот в этой цепочке дипломатической. Путин порекомендовал Асаду возобновить отношения с Саудовской Аравией, и вот это должно свершиться. Свершиться это должно в конце апреля, после очередного религиозного праздника мусульманского, в ходе визита министра иностранных дел Саудовской Аравии в Дамаск. Хотя дипломатические источники подчеркивают, что все еще может сорваться. Но если это произойдет, это будет опять грандиозный успех. То есть после того, как они примирили Иран с Саудовской Аравией, теперь примирить Саудовскую Аравию с Сирией – это будет очередной громадный дипломатический успех, прорыв Китая на Ближнем Востоке. Да и Россия в том числе получит свой листочек с пальмовой ветви. Отмечается, что отношения между Сирией и Саудовской Аравией были прерваны в 2012 году, после того, как началась арабская весна, начались беспорядки в Сирии, затем Саудовская Аравия в значительной степени поспособствовала исключению, изгнанию Сирии из Лиги арабских государств. Она начала финансировать действия повстанцев сирийских против режима Асада и стал одним из главных доноров. Ну и теперь примирение – это такая веха в истории дипломатической Ближнего Востока. При этом эксперты отмечают в целом тенденцию, которая свидетельствует о том, что теократические и автократические режимы стран-производителей нефти на Ближнем Востоке, они по своему духу, по своему характеру гораздо ближе к автократическим режимам, таких как Китай и Россия, чем к западным демократиям. И главное, там это права человека, которые авторитарные режимы называют внутренним делом своих государств. И вот этот тезис о том, что нельзя вмешиваться во внутренние дела этих государств, это у них один из основных принципов. И тот, кто вмешивается, якобы под предлогом соблюдения прав человека, то, значит, недружественная страна, к которым относятся Соединенные Штаты и вся Западная Европа. Ну и что касается конкретно принца Мухаммеда бен Салмана, или МБС, как его называют, то это прямо отражение всей этой тенденции. Он был изгоем. То есть еще до того, как Путин стал изгоем, сначала МБС стал изгоем, после того, как было установлено, что именно по его приказанию в Стамбульском консульстве Саудовской Аравии был убит оппозиционный журналист Хашогги, а потом бензопилой или электропилой его распилили на части и вот таким образом как-то так вывозили в чемоданах. И здесь доблесть свою продемонстрировала турецкая разведка, которая не побоялась раскрыть свои разведывательные возможности. Вот они все это зафиксировали через свою электронную разведку, то есть, фактически говоря, через свои жучки, может быть, видеокамеры, которые они установили в посольстве, консульстве Саудовской Аравии в Турции. Поэтому, мои зрители, посещающие Турцию, помните об этом, что в области электронной разведки турки очень сильны.
Таким образом, вот создается своего рода альянс Путин, Си, МБС, там, значит, это аятоллы в Иране, затем Ким Чен Ын, в общем, вот, выдающиеся все люди. Ну и понятно, что Китай нужно не уговаривать. Видимо, это его политика, стратегия рассчитана, как сказал Си Цзиньпин, на 100 лет. То есть провозглашай и кричи о мире, представляй себя мироносцем, а с другой стороны, вот тихой сапой делай свое дело, раскалывая этот мирный мир. Эксперты в Соединенных Штатах приходят, спецслужбы приходят к выводу, что надо сдерживать, причем жестко сдерживать Китай. В этой связи интересная мысль высказал один из экспертов по авиапромышленности Соединенных Штатов и Китая на страницах Foreign Policy. Речь идет вот о чем. Если Китай вооружит или будет вооружать Россию, США должны убить китайскую авиационную промышленность. И это вполне реально. И вот эта угроза сама, что мы убьем ваш авиапром, по мнению эксперта, будет серьезным стимулом для Пекина, без уговоров, а просто угроза о том, что оружие России поставлять не следует. В статье отмечается, что решение Китая предоставить России оружие может изменить весь мир, поскольку в мире есть только одна страна, которая может завалить Россию тем оружием, которое она уже потеряла, еще в ближайшее время потеряет в Украине. Поэтому нужно предпринять любые меры, чтобы предотвратить военный альянс двух стран, о котором, кстати, Си Цзиньпин говорил, что его нет, не будет. Но надо сделать так, чтобы он точно не был, даже в обозримом, даже теоретически. И в этом связи, как отмечается, один из вариантов был бы остановить китайскую коммерческую авиационную промышленность и тем самым нанести мощнейший удар по экономике, по транспортной системе, по престижу лично Си Цзиньпина. Потому что авиапром – это не просто предмет гордости Китая, который они вот создали буквально за последние 20 лет. Это еще важнейшая часть экономики. Его уничтожение, она потрясет экономическую систему страны. Приводятся следующие цифры. За последние 18 лет, с 20-го, то есть с 2000 по 2018 год, количество пассажиров на внутренних рейсах возросло более чем в 10 раз, с 62 до 66 миллионов в год. То есть чуть ли более полумиллиарда в год сейчас китайцев летает. Это китайцы среднего класса, бедные еще не летают. Ну и большое значение для экономики – это грузовые перевозки воздушным транспортом. Китай сделал большой прогресс в авиастроении, но все оно, значит, зиждется на глобальной экономике, на западной технологии. Если 20 лет назад еще Китай производил всего 2% самолетов, пассажирских, естественно, в мире, то теперь он производит 23%. Громадный скачок. Но опять-таки все это делается западная технология, западные лицензии. Первым шагом по предложению аналитиков американских должно быть уничтожение или экзекуция возможности Китая производить двигатели для самолетов. Россия не в состоянии заменить Запад, у нее самой плохо с этим делом, и никаких улучшений не предвидится. А те двигатели, которые Китай сейчас разрабатывает, они полностью зависят от крупнейших западных авиакомпаний. Но здесь приводится
пример лишь одного двигателя, который Китай делал для самолета МА-700. Это самолет средний, значит, там вместимость где-то около 70 пассажиров для средних линий. И Китай с 2007 года разрабатывал этот двигатель, и то есть, полностью все это на западных технологиях. И если, значит, отозвать лицензию к этим технологиям, то это убьет и двигатель, и убьет целую программу строительства этого самолета. Прекращение производства двигателей в Китае привело бы к тому, что страна вынуждена была бы импортировать все свои самолеты у крупнейших западных производителей Боинга и Airbus. Ну и таким образом Запад получит возможность контроля за развитием авиационной промышленности и этих китайских авиалиний, парка китайских авиалиний. Но если Китай не... Если это действие по прекращению, по удушению производства авиадвигателей в Китае не приведет Китай немедленно в чувство, не заставит его отказаться от поставок оружия, если он начнет вот удушить его производство двигателей, и Китай не остановится на этом, на втором этапе предлагается полностью прекратить обслуживание тех самолетов западного производства, которые сейчас имеются в Китае. Таким образом, Китай, Иран, Россия, они превратятся в страны, ну вот как вот Куба была, не знаю, как сейчас там ситуация, а вот в последние годы Советского Союза мои друзья ездили на Кубу, первое впечатление было, что там ездят с машины, которые американцами были произведены еще в 50-е годы. Как-то они ездят, дребезжат и так далее, но это музейного типа рухлядь была, вот предполагается нечто подобное произойдет и с Китаем. То есть, таким образом, значит, весь авиапром и весь воздушный транспорт Китая является фактически заложником доброго отношения со стороны Соединенных Штатов Америки и Европы, которые без всякого напряжения могут убить и авиапром, и могут убить всю систему воздушного сообщения страны, нанеся тем самым непоправимый удар, ну, во-первых, по личному плану Си Цзиньпина, которым он огласил, что к 2025 году должен быть выполнен лозунг «Сделано в Китае». То есть все самое главное, необходимое для жизни страны, должно было полностью быть сделано в Китае. И вот это может быть разрушено отменой всего нескольких лицензий. Поэтому, как завершают этот анализ авторы статьи, разделение вот авиации, то есть уже фактически происходит разделение или отрезание Китая от новейших телекоммуникационных технологий, затем микропроцессоров и других айтишных технологий. И вот следующее на повестке дня идет речь о отрезании или отделении Китая от новейших достижений в области авиапрома. И, конечно, это не является желательным для мировой экономики, это нанесет по ней удар и для мирового авиапрома. Однако, заключают эксперты свое мнение, свою эту статью, перспектива перевооружения России китайским оружием и создания военно-политического союза этих двух стран против открытого общества – это еще хуже. Поэтому угроза уничтожения китайской авиационной промышленности станет сильным орудием для предотвращения такого исхода. И вот надо понимать, что в Китае, видимо, об этом всем догадывается. И, видимо, это и играет существенную роль или сыграло существенную роль в том, что пока, как представляется,
этот визит Си в Москву закончился для товарища Пу большим разочарованием. Вот на этом позвольте закончить сегодняшнее видео, дорогие друзья. И, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу полную и окончательную победу. До скорых новых встреч!